В 2013 году у побережья Австралии, недалеко от небольшого прибрежного города, произошла история, которую потом обсуждали не только местные рыбаки, но и профессиональные дайверы, потому что она нарушала все, что они знали об акулах. В тот день молодой мужчина по имени Максим отправился вместе с двумя друзьями на небольшую лодку. Они планировали обычную рыбалку в открытом океане, погода была спокойной, вода почти зеркальной, и ничто не предвещало опасности, но уже через пару часов Максим заметил странную деталь. Вокруг лодки исчезли птицы, которые обычно кружили над водой в поисках рыбы, затем пропали и сами косяки, эхолот показывал пустоту, словно океан под ними вымер, и это было первым тревожным сигналом, потому что в океане тишина никогда не бывает просто так. Через несколько минут один из друзей опустил руку в воду и вдруг резко отдернул ее, сказав, что почувствовал сильный толчок снизу, как будто что-то огромное коснулось лодки. Они начали нервничать, но решили не поддаваться панике, пока не увидели это. Сначала появился темный силуэт под водой, медленно движущийся по кругу, затем еще один, и вдруг стало ясно, что под ними не одна акула, а сразу несколько, и среди них выделялась одна, гораздо больше остальных. Ее движения были медленными, уверенными, будто она контролировала все происходящее вокруг. Максим сразу понял, что это может быть белая акула, но размеры этой особи казались слишком большими даже для нее, и именно в этот момент лодку резко качнуло. Как будто кто-то ударил по ней снизу, друзья закричали, пытаясь удержаться, мотор заглох, и тишина океана стала давить еще сильнее, потому что теперь у них не было ни управления, ни возможности быстро уйти, а акулы начали двигаться быстрее, их плавники появлялись на поверхности все чаще, описывая круги все уже, и вдруг одна из акул резко поднялась к поверхности. Почти касаясь борта, ее огромная спина прорезала воду, и Максим увидел ее глаз, холодный, неподвижный, без малейшего намека на страх. И в этот момент стало ясно, что они не просто случайно оказались здесь, их заметили, выбрали, и теперь за ними наблюдают. Время будто остановилось, никто не говорил ни слова, потому что любое движение могло спровоцировать атаку, и именно тогда произошло то, что позже никто не смог объяснить. Огромная акула, та самая, которая казалась лидером, внезапно изменила поведение. Она резко ускорилась, но не в сторону лодки, а в сторону другой акулы, которая приблизилась слишком близко и с силой ударила ее, вода вспенилась, началась короткая, но жестокая схватка, остальные хищники моментально рассеялись, словно получили сигнал, и через несколько секунд вокруг лодки снова стало пусто, как будто их там никогда и не было. Мотор неожиданно завелся, хотя до этого не подавал признаков жизни, и Максим, не теряя ни секунды, дал полный газ, уводя лодку подальше от этого места. Только когда берег стал виден на горизонте, они начали осознавать, что остались живы, но самое странное было впереди. Уже на берегу один из местных стариков, выслушав их историю, сказал тихо: «Вам повезло, вас не тронули, значит, там была не просто акула, там была та, что не делится добычей». И после этого случая Максим больше никогда не выходил в открытое море один, потому что понял одну простую вещь: в океане есть моменты, когда ты думаешь, что тебе повезло выжить, но на самом деле тебя просто решили не трогать.